Всем привет, с вами Артем, и сегодня я запишу обзор вот такого вот сенсора для тенниса ZEP, для того, чтобы отслеживать ваши удары и статистику, как правильно вы бьете по мячу, попадаете ли вы в центр ракетки и вообще какая у вас скорость удара. Я записываю этот обзор после года использования этого сенсора, так что сегодня мы поговорим о плюсах и минусах использования. А решите вы его купить или не купить, выбор, конечно же, останется за вами. Итак, и давайте поговорим, что же входит в комплект ZEP. Значит, входит вот такой вот Pro Mount, который вы видите сейчас у меня на ракетке. Я рекомендую пользоваться именно им, и сразу вы можете уже предугадать один минус ZEP, что он добавляет существенного веса ракетки. К примеру, вместе с Pro Mount он добавляет целых 11 грамм к вашей ракетке. То есть это может негативно повлиять на вашу игру, поскольку ракетка будет весить на 11 грамм тяжелее. Но этот вес будет распределен в ручке, так что в принципе чувствоваться слишком сильно не должно, но повлиять на вашу игру может. Крепится он довольно неплохо, но скажу вам честно, один раз в игре у меня уже вылетел, поэтому я поставил на него дополнительную вот такую вот веревочку, очень хорошая вещь. Также в комплекте идет к нему вот такой вот маунт, это резиновый маунт. По своим характеристикам намного хуже Pro Mount, он добавляет еще дополнительные 9 грамм к вашей ракетке. То есть, если вместе с сенсором, он будет весить целых 20 грамм. Что, я вам хочу сказать, довольно существенно. И, конечно же, в комплекте идет зарядка к сенсору. Этот сенсор может быть подключен к любому смартфону через Bluetooth, если вы установите программу от ZEP. Она, конечно же, бесплатная. Если вы думаете, что вам придется играть с телефоном в кармане, то вы ошибаетесь. Память у этого сенсора хватит на 2000 ударов. То есть вы потом сможете синхронизировать этот сенсор с айфоном. Даже если вы потеряете контакт вместе с телефоном, ничего страшного. Как я уже сказал, память у этого сенсора хватит на 2000 ударов. Вы можете увидеть свою статистику в игре и на тренировке. И я вам хочу сказать, что очень часто бывает, что удары, которые вы делаете на тренировке, существенно отличаются от тех, что вы делаете в игре. За этим нужно следить. Вращение он показывает довольно точно. Что я не могу сказать про скорость. Скорость по соотношению к ZEP он показывает очень точно. Но в реальной жизни мне кажется, что мяч летит совсем по-другому. То есть вы можете проверить сами себя и насколько ваши показатели выросли в процентном соотношении. А для того, чтобы померить скорость удара, все-таки советую пользоваться радаром. И сейчас, наверное, самый раздражительный нюанс в ZEP. Его не любят все. Даже мой друг из Китая, он купил себе ZEP и даже не знал, что нужно его делать, поскольку он просто не читал инструкцию. И все его данные были очень неточны. Конечно же, нужно, во-первых, подключить ZEP к iPad или iPhone, после чего нужно будет его откалибровать. То есть надо положить на плоскую поверхность на где-то 5-7 секунд, он откалибруется, затем можно играть. Калибровка, я вам хочу сказать, бывает занимает очень много времени, поскольку не всегда удается откалибровать сразу. Приходится нажимать повтор снова и снова. Так, вот я подключил ZEP к iPad и будем нажимать калибровку. Если вам видно, идет калибровка. И ждем, пока он откалибруется. Я положил ракетку на пол, это абсолютно плоская поверхность. И повезло с первого раза. Я вам хочу сказать, что на Pro Mount калибровка намного быстрее, поскольку он более, так сказать, правильно по отношению к плоской поверхности, в отличие от резинового маунта. Резиновый маунт бывает лежит очень неровно на плоской поверхности, поэтому калибровка бывает очень мучительна. Но с Pro Mount намного лучше. Итак, мы откалибровали сенсор, и сейчас мы сделаем 10 ударов справа, 10 ударов слева и 10 подач. И вы посмотрите, на какую статистику может дать этот сенсор. Я постараюсь сделать удары как можно разнообразнее. Вот, как вы могли видеть, я забыл поставить веревочку и сенсор вылетел.
Такое случается редко, но случается. Очень смешно, что получилось именно когда я записываю обзор этого видео. Так что вот такая вот веревочка. Обязательно нужно подстраховаться. Так, делаем 10 подач. Вот мы уже и сделали наши 10 ударов, и как видите, зайти, посмотреть статистику дома, проанализировать очень просто. Значит, заходим в ZEP, включаем историю, и он сразу нам выбивает сегодняшний день, как мы тренировались сегодня. Значит, мы сделали 3 серии по 10 ударов, 10 с форхенда, 10 бэкхенда и 10 подач. Значит, начнем мы с 10 форхендов. Сделали 10 ударов, 100% форхенд. То есть ZEP считывает это очень и очень четко. На что следует, конечно же, обратить внимание. Первым я вам советую обратить внимание это на как хорошо вы попадаете центром ракетки. Значит, у меня этот показатель 100%. Значит, 100% попал центром ракетки. Это очень хорошо. Значит, концентрация на очень высоком уровне. Следующий показатель, на который я обычно обращаю внимание, это какие из этих ударов были плоскими, а какие с топ-спином. Я старался сыграть больше топ-спинов, поэтому у меня было 9 топ-спинов и 1 плоский. ZEP очень хорошо считывает ваше вращение, то есть вы вряд ли его сможете обмануть. Если удар был плоским, то он вряд ли покажет, что был топ-спин. Еще, что следует обратить внимание, так это на скорость, естественно. Скорость сегодня у меня была 105 км в час. Он очень четко показывает скорость по отношению к самому себе. То есть в реальной жизни скорость может немного отличаться, но по отношению к самому себе ZEP показывает скорость очень четко. А для того, чтобы более точно померять скорость, советую пользоваться радарами. Вот мы проанализировали наш форхенд. Переходим к бэкхенду. Видите, опять заходим в историю. Это у нас вторая серия ударов. Заходим. Так, первый показатель. Это как вы попадаете центром ракетки. 100%. Отлично. Но в бэкхенде у меня он более такой плоский. Поэтому у меня было аж 8 плоских ударов. И всего лишь 2 топ-спина. Над этим следует поработать. Вот как видите, ZEP очень хорошо поможет вам в самоконтроле. То есть вы можете анализировать собственную игру. И, конечно же, скорость. Скорость у меня была неплохая. 97 км в час. Опять же повторюсь, это не соответствует скорости в реальной жизни, но он очень четко показывает по отношению к самому себе. И чуть не забыл, конечно же, здесь есть скорость вращения. Значит, вращение слева мне следует улучшить. Но, в принципе, это не мое самое главное оружие в теннисе. Так, переходим к третьей сессии. Это у нас была подача. Мы делали 10 подач. Значит, первый, как правило, всегда нужно обращать на попадание центром ракетки, поскольку этот показатель, я считаю, очень и очень важен. Здесь, в этом меню, вы не можете посмотреть, сколько было плоских, топ-спинов и, конечно же, скорость. Скорость у меня была средненькая, подавал вторые подачи, 143 км в час в среднем, со средним вращением. То есть здесь, в этом меню, вы можете посмотреть на ваше вращение. Оно показывает плоский, средний и высокий. У меня было среднее. Также требуется улучшить.
Так что, как видите, ZEP есть фактически ваш виртуальный тренер. Очень полезная вещь, я пользуюсь им уже очень давно. Для того, чтобы самопроверить свои удары, этот прибор просто незаменим. С его помощью я дошел до сборной Вьетнама. Но, конечно же, нужен ли этот прибор именно вам, решать, конечно же, вам. Есть недостатки и есть, конечно же, плюсы. Сегодня я вам постарался все это показать. Если вам что-то непонятно, оставляйте свои комментарии, обязательно отвечу. С вами был ваш личный фитнес-тренер Артем. Подписывайтесь на мой канал Артем Фитнес, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, будьте здоровы, всем пока!